Здорово, народ! Я знаю, что среди вас есть любители PvP серверов, где мало или вообще нет PvE мишуры, и можно хорошенько подраться. Речь в этом обзоре пойдет о сервере Репаньгу. Давайте же переместимся во внутренности проекта и познакомимся с ним поближе. А начнем с авторизации, конечно. Это чё, мать твою, такое? Я вроде феном не закидывался перед игрой. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst, es wird genug für alle sein. Что происходит? Roll das Fass mal rein, wir trinken zusammen, nicht allein. Фу, еле пробился на страницу создания персонажа. Ну, админа знатная дурь. Я как будто лошадиный кал покурил. А вообще эти тигренки милые и няшные. Давайте подыграем этой атмосфере и назовем персонажа как-то приятно. Вот, мне аж сразу тепло на душе стало. На проекте 6 рас, 12 классов. Паладинов и стрелков нет. Несмотря на то, что версия 1.5.7, стартуем мы в окрестностях города своей расы. У нас в сумке сразу есть стартовый набор, в котором неиссякаемая руна переноса на неделю, атлас, том стихов, итем для лимита заданий, хирки. Кстати, запас платиновых хирок увеличен в 10 раз, чего хватит до старости ваших внуков. 2 камня для перерождений и полет под спидами со скоростью 10.0. Не стоит пугаться этих мобов. Я понимаю, что глядя на 110 левел, будучи первым, есть страх отхватить за трещину, но они слабые и нужны для кача. Так что встаем на поляну, лупим мобов, собираем с них серебро и аметисты. Рейты на опыт и дух за убийство мобов тут x 20 тысяч, дроп с них x 500, а квесты x 100. Но квесты нам тут и не нужны. Все, что надо будет сделать, это уважуху на выбор культивации и все. Собрав немного аметистов у наставника новичков, крафтим за них себе стартовую экипировку и гиперы. Также рядом стоит NPC дух коммерции, у которого можно за серебро купить шары дракона, талоны на сброс статов, репутации и другие полезные расходники. Сейчас нам нужно купить у него секретную книгу. У третьего NPC можно купить полет, а у четвертого краски и итемы для росписи снаряжения. Я вот уже приоделся и получил бонус от сета. Видите, с меня кровь летит во все стороны, как у телки во время месячных. Юзаем книгу, гиперы и качаемся тут уровня до 100-105. После делаем уважуху на культивацию и газуем в деревню Орхидей качаться до 150-го до захватчиков. Да, как я уже не упоминал ранее, максимальный левел здесь 150. Пока у вас не будет 4К хп, вам будет тут слегка трудновато. Мобы злые, так что не советую врываться в толпу и изображать из себя ассасатора 2000. Меня тут вертели как шалаву, пока я не подкачался. Но сейчас я уже уплотнился и будет намного проще. Хотя нет, мне сейчас пизды дали, и я не знаю, как это прокомментировать. А вообще это был рофл. Я действительно стал сильнее и сейчас отомщу им за всю фигню. Да идите на! В общем, докачиваемся здесь до 150-го, делаем первое перерождение, опять в старт-локе до 105-го, потом сюда и так по новой, пока в сумме не апнете 450 левел. Это займет примерно минут 30, максимум час. На западе города драконов стоят печки, в которых можно крафтить много полезных вещей. Аптеку, трактаты, различное оружие, в том числе ЦГД, куча разных доспехов и бижутерии, карты, руны, кровь и прочее. Адские, райские, марайские и скиллы из мира людей крафтятся тут же на западе у библиотекарей. Финальные камни здесь на 20 телосложения и минус 6 пения. Финальные карты S-класса. Присутствует весь контент версии 1.5.7. Также здесь более 100 уникальных боссов. Инвентарь расширен до 2 миллиардов монет. Вырезан регрейд карт и боевой дух с диска. Все необходимые ресы для крафта всего, что тут есть, формятся в той же деревне Орхидей. Иней, луна и прочее. Все подземелья, куда можно полететь через камень грез, это данжи для фарма. Остальные попросту вырезаны. На Репаньгу есть еще уникальное снаряжение. Один из них — Сузаку. Вы сейчас видите на мне. Также 20 сентября админ бахнет обнову, после которой стартанет первый сезон Арены Авроры. Добавятся новые мировые боссы и еще много всего. Подробнее можете ознакомиться на форуме Репаньгу. Ссылку я оставлю в описании. И еще. Могут возникнуть трудности со входом на сервер. На форуме есть информация, как это фиксить. Ссылку я, конечно же, оставлю. Мне помогло скачивание не с торрент файла, а с Яндекс.Диска. Хотя и так иногда заходят через раз. Хз, может я просто дебил. В целом, интересная концепция и любителям PvP серверов, думаю, зайдет. Да, пофармить немного в PvE режиме все-таки придется. Но с учетом рейтов и скорости фарма, я думаю, за неделю можно одеть достойный шмот и уже выходить на тропу войны. Кого заинтересовал проект?
ссылка в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте свой лайк под видео и напишите свое мнение о сервере в комментариях. До свидания. Wir trinken zusammen